Всем привет! Недавно для своего принтера Elegoo Saturn 4 Ultra приобрел ванну для смолы от Chitu Systems Hupat X4. На сегодняшний день существует Hupat X3, X4, X5 для Saturn 2, 3, 3 Ultra, 4, 4 Ultra и Anycubic Phaeton Mono M5 разных версий. В мой комплект поставки Hupat X4 входит инструкция, в которой показано, как разместить пленку на рамке, вставить рамку в ванну и защелкнуть крепление. Одна ПФА пленка, а также ванна для смолы с пластиковым кожухом. На внутренней части ванны есть гравировка максимального уровня для заливки смолы и логотип производителя. С двух сторон. В отличие от ванны из комплекта поставки принтера, у данной ванны имеется только один слив для смолы. Основное нововведение – это система крепления пленки. Рамка с пленкой закрепляется специальными зажимами на ванне, а не винтами. Пленка же на самой рамке закрепляется не винтами, а надевается на выступающие направляющие. После открытия зажимов можно достать рамку. Вот направляющие, на которые надевается пленка. Пленка для ванн Hupat уже имеет необходимые размеры и вырезы в зависимости от модели принтера и не требует после установки в ванну удаления лишней пленки. С пленки снимается защитный слой с одной из сторон, затем она надевается на рамку, после этого рамка устанавливается в ванну и зажимается креплениями. Ванна готова к использованию, осталось установить ее в принтер, залить смолу и начать печатать. Chitu Systems также продает пленки отдельно, количеством 1, 2, 3 или 5 штук упаковки под разные модели ванн. На обороте упаковки, кроме информации о пленке, есть инструкция напоминания о необходимости снятия защитной пленки перед установкой в рамку. В упаковке пленка аналогичная той, которая идет в комплекте с ванной. При заказе ванны есть выбор, сколько пленок будет в комплекте. Но что делать, если принтер использовался со стандартной ванной и есть некоторый запас пленки для этой ванны? Например, в моем случае есть упаковка PFA пленки от Elegoo для моего принтера. Она подходит по размерам для ванны Hupat, но больше оригинальной пленки и не имеет необходимых отверстий. Посмотрим, что можно сделать, чтобы установить ее в ванну Hupat. Я попробовал сделать следующее. Сделал копию пленки на MFU 200A4. Здесь видны отверстия, потому что я уже экспериментировал с пленкой. Использовал пробойник для кожи 5 на 3 мм. Он как раз подходит для направляющих на ванне Hupat. После этого я разрезал мультифору пополам и проверил, как она садится на рамку. На рамку материал надевается без проблем,
Можно обрезать все лишнее. Затем рамка вставляется в ванну, обрезается лишнее, и рамка фиксируется в ванне зажимами попарно с двух противоположных сторон. Как видим, после установки рамки и закрытия зажимов пленка равномерно натянута. Для замены старая пленка с ванных УПАД снимается значительно быстрее, чем со стандартной ванны с винтами. Теперь после теста можно сделать все те же действия, но уже на ПФА пленке от Elego. Берем нашу копию листа оригинальной пленки от Читу, помещаем ее в мультифору, сверху модельным или малярным скотчем закрепляем пленку от Elego. После этого можно начать пробивать отверстия пробойником. Прикладываем пробойник к месту отверстия, сверяемся, что он установлен правильно, и пробиваем. Так необходимо пройти по всему периметру. Когда все готово, с нашей пленкой от Elego снимаем одну защитную пленку, устанавливаем пленку на рамку и затем снимаем вторую защитную пленку. Затем устанавливаем рамку с пленкой в ванну. В данном случае обрезать излишки пленки я не стал. Зажимаем крепление. Потребуется приложить небольшое усилие. С одной стороны и затем с другой. И наша пленка успешно установлена. Она хорошо и равномерно натянута и звонко звучит, если аккуратно постучать по ней. И на этом видео заканчивается. Всем пока.